Ребят, всем привет! Вы на канале Мискузи Бол. С вами Мискузи подкаст. Меня зовут Моля. Я Аселина. И сегодня у нас в гостях Фарида. Фарида. Ваня. Я теперь хочу только шепотом говорить. Да. Очень красиво. Да. Фарида. Да, мы сегодня позвали Фариду для того, чтобы почитали мы все вместе страшные истории, которые вы, наши дорогие зрители, оставляете у нас в комментариях под этими самыми видео. Пожалуйста, если вы не сделали это почему-то, я не знаю, то обязательно оставляйте нам свои страшные истории, мы их почитаем, ужаснемся, прореагируем на них, вот, и нам очень интересно услышать именно вашу историю или которая произошла с кем-то из ваших близких. Вот, Фаня, привет. Да, всем привет. Спасибо, что меня пригласили. Да, прямиком из Италии. Yes. Завтра улетаю. Вау, ты успела к нам. Да, я здорово. очень стремилась, хотела, и Молли говорила уже, наверное, год. Я хочу к вам. У меня есть страшные истории, у меня есть то, сё. Ага. Помнишь, мы какие-то факапы хотели еще факапы. обсуждать? Мгм, кайф. Ну ты, в общем, в следующий раз. мистику веришь, да? Эзотерику или мистику? Так, с чего начать? Она Да. знала тему. Да, я Она подготовлена. разграничивала. Ну давай, и у нас сейчас будет мистика. М. Да, ты в мистику веришь? Я думаю, что я верю. Я не могу этого отрицать в Мгм. любом случае. И если честно, если даже верить в знаки и объединять это с мистикой, то каждый день что-то у меня случается такое в жизни, судьбоносное, скажем так. Я не знаю, мистика это или нет. Мгм. Либо даже правильных людей себе встречаю, тоже как мистика. Я думаю, да что такое? Мгм. Я должна была вас встретить, чтобы вы меня направили на путь истины. Ну, как будто вот такое что-то происходит. Интересно. Я считаю, что Кайф. это как мистика Да, да, Ну для да. меня. Мгм. Мгм. А призраки, духи, ну такое. Есть истории. Вау, ну сейчас. Расскажу, поделюсь. Да, давай. Да. Давайте начнем. Начнем читать. Поделим, кто как хочет. Может, кто-то хочет начать, может, кто-то хочет на сулифа. Инициатива бьет инициатора. Аселина. А мне начинать? Давай. Окей. Ну я-то начну без проблем, девочка. Ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Этот канал существует благодаря вам, поэтому давайте оживленно писать комментарии, делиться историями. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо. Когда это случилось, мне было 16 лет. Я лежала на диване в гостиной и переписывалась по телефону. В какой-то момент в комнату вышел мой отец и сел на пол, обняв колени. Он начал раскачиваться и стонать от боли, и я подумала, что у него случился приступ подагры. Подняв глаза, я увидела за его спиной силуэт старушки, которая держала отца за плечо. В ужасе я начала заплетающимся языком читать Аль-Фатиху и Отче наш. Мгм. В этот момент старушка обернулась ко мне и погрозила пальцем, а затем исчезла. Сразу после этого папа упал на пол и сказал, что его отпустило. В тот же момент из спальни выбежала мама со словами: «Сквозь сон я чувствовала, что папа умирает, но никак не могла проснуться, чтобы помочь». Вот такая Офигеть. история. Это не сон, получается. Я просто Да-да-да. все время думала, что это сон. Нет, девочки. как оказалось, девочка пришла, и она увидела старушку прямо над папой. М. Очень Интересно. страшно, жутко. Да. И она еще интересно, то, что начала из Корана читать и из Библии сразу. Конечно, И конечно. как бы не прогадала. Всем богам. Да, 100% понимания, 0% осуждения. Я помню, один раз у нас была жуткая турбулентность в самолете, и я Мгм. примерно все, что можно было, вспомнила. Конечно, конечно. Да, это... Тут уже Мгм. верь, не верь. Да. Там уже без выбора. Когда вот начинается что-то такое, что ты не можешь контролировать, то прибегаешь ко всем возможным И в мистику инструментам. поверишь. Да. Во все поверишь. Мгм. Ну вот интересно, эта бабушка, она, получается, может быть, была как-то связана с мамой, но если мама не могла проснуться и как бы, ну, чувствовала, что, типа, вот папа, там, ему плохо. Не знаю. Интересно. Да, я здесь, если честно, не поняла. Я тоже не поняла. в этом Но, возможно, смысле. это была смерть, которая хотела забрать папу, а то, что Но в начали читать... интерпретации у девочки так. Да, то, что Мгм. она начала читать, та такая нет. А в это время у мамы был паралич сна какой-то. Да. Сон и паралич. Мгм. М. У вас было?
Да. Да. Мгм. А у Всегда тебя? хотела. Зачем? Я серьезно, я не знаю. Мне все рассказывают в таких ярких красках. И я думаю, я жду. Я думаю, я сейчас в астрал уйду, я должна, я хочу поверить в это, я верю. Зачем? Я не знаю, мне интересно. А Ну, почему нет? Это страшно, Ну, потому что ну в да, моменте это это очень неприятно. страшно, да. И потом, конечно, ну, то есть ты такой думаешь, сейчас я впаду в астрал и Мгм. начну там разговаривать с этими сущностями, вообще ничего не работает, ты просто пугаешься и чувствуешь себя плохо после. И Да. беспомощным. Мгм. И твое тело просто не подвластно тебе, и это жутко Это ощущать. объяснимо как-то научно? Ну, говорят, что это, типа, ты не можешь это предугадать, от чего это может возникнуть, но говорят, что это просто наша психика, она перерабатывает что-то, и в моменте ты входишь в такие, типа, неглубокие фазы сна, где у тебя до сих пор идет переработка мозга какой-то информации. И вот это все, оно выливается в то, что ты слышишь звуки, видишь какие-то галлюцинации, ну, вот эти вот всякие ходящие вокруг черные силуэты. Это просто наш Жутко. мозг обрабатывает все, что ты видел. Мгм. Вот такое я Жутко. слышала объяснение. Но вроде бы это еще не могут и лечить. И есть такие вот случаи, когда прям каждый сон — это сонный паралич, Мгм. и люди прям страдают от бессонницы, потому что сложно спать потом. Мгм. Ну, короче, Ну да, это и в прям- депрессию можно войти так, если Конечно, честно. Мгм. потому что нету отдыха. И у тебя, по идее, базовая твоя потребность во сне, она подвергается, ну, типа, страху. Если то же самое, когда вот люди боятся есть, ну, такое. Да. Но про то, чтобы иметь что-то, что у всех. У меня так было в школе с очками. Мгм. Мне так нравились люди, которые носили очки, а у меня было хорошее зрение. Мгм. И я так искренне завидовала, что я вот так, ну, типа, я фантазировала, что у меня будут очки. И когда, ну, я училась, у нас как-то было, ну, у меня не было нулевок. Мгм. Они чуть попозже, уже там, когда в старшей школе начала учиться, вот тогда у меня были нулевки, но тогда у меня уже было плохое зрение. Потому что я помню, всегда просила у своих одноклассников, у кого очки, я их носила, Мгм. и мне было сначала плохо, потому что там, ну, глаза же не привыкшие, и мне было плохо, и я там тошнило меня, но я все равно их просила на урок, целый урок в них сидела, а потом отдавала. Вот такой. Ничего себе. Да-да-да. А про очки у меня тоже. У меня испортилось зрение, наверное, к 12 годам. И мои учителя не верили мне, что я не вижу. Не вижу, что они пишут на доске. И я говорила, да я не вижу, Ирина Кайшуловна, ну что, ну я не вижу. Ты придуриваешься, Акзамова, как всегда. Я думаю, да что такое, да честно. И потом уже мама даже не верила. Она говорила, да все нормально, доча, у нас у всех 100% зрение, все нормально, у тебя неплохое зрение. И все, и дошло до того, что у меня потом выявили, да, стигматизм, вот, тоже надела очки. Короче. Да. А кто-то мечтает, а ты вот так сидишь, а я вот так мечтаю не видеть Не. чего-то. Да. То, чего у меня нет, о Мгм. чем я мечтаю? Или что я хочу? Нет, Или что? я говорю, вот тебе не верят, а я тебе завидую. А, По очкам я имею в виду. Если бы в школу ну, вернуться. возьми такое. Я не буду ничего видеть, но бери. И ты тоже. Да. Это случилось зимой. Примерно в 4:30, когда еще было светло. Я возвращалась со школы, но дома никого не было, так как я забыла ключи с утра. Я решила пойти на работу к маме и забрать ключи у нее. Идти нужно было всего 5 минут. Место было оживленное. Слева от меня находился торговый центр, справа новостройки и детская площадка. Но в тот момент людей практически не было. Только 2 парня впереди, которые через пару минут повернули и перешли на другую сторону. Я шла и вдруг повернула голову направо. Там было застекленное здание с темными стеклами. И я заметила, что за мной идет какой-то мужчина, который повторяет каждый мой шаг, идет в том же темпе, что и я. Я решила идти медленно, но он тоже замедлил шаг. Я ускорилась, и он за мной. Он был в 10 метрах от меня, и мне он сразу показался подозрительным. Чтобы успокоить себя, я сделала вид, что разговариваю по телефону.
Сняв перчатку, я взяла телефон в руки и в отражении экрана увидела, что этот человек выглядывает из-за моего плеча. Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. Я быстро ускорила шаг, но он остановился и стоял на месте. Через 10-15 метров я обернулась и увидела, что он по-прежнему стоит там. Снимает обувь и стоит босыми ногами на холодном, заснеженном асфальте. Не знаю, что за мной произошло. Может, выброс адреналина, но я начала пристально на него смотреть. И он вдруг жутко улыбнулся, и по всему телу пробежали мурашки. Я ускорила шаг чуть ли не бегом, а через пару минут обернулась, а его уже не было. И я не знала, что делать. Идти к маме или вернуться обратно в школу. Вдруг он будет следить за ней. В конце концов, я решила вернуться в школу и подождать брата, который скоро должен был вернуться с тренировки. По дороге я позвонила подруге, чтобы было не так страшно, и на всякий случай сообщить, что произошло. В итоге я добралась домой, все было хорошо. Через пару дней я зашла в телеграм-канал нашего района и увидела пост о мужчине, который преследует женщин и детей. Некоторые очевидцы видели у него нож. Внимание. Жесть. Фу. Да. Ой, ну как хорошо, что есть такие сейчас телеграм-каналы, в которых ты можешь, такую, как бы, полезную информацию найти. То есть в одно время же, когда, помните, вот этот переломный момент, когда ты уже не смотришь телек, но при этом у тебя нету такой доступности в социальных сетях, и ты вот в таком подвешенном состоянии, и у тебя как будто нету притока новой информации. А тут с вот этими чатами домов я капец все узнаю, все, что у нас в доме. И у девочки хорошая реакция, Да. тем не менее. То, что вот так интуитивно уже почувствовать, что за мной идут, что-то не так, это ненормально. Он должен был держать субординацию, он этого не сделал. Нужно быть бдительным. Конечно. И это, мне кажется, хорошо, что еще день был, мало ли ночью. Ой, еще у меня, когда она говорит по реакции, что она просто смотрела на него, у меня точно такая же, мне кажется, была бы реакция. Я просто замерла бы на том же месте, мне бы было жутко, но я не смогла бы ничего не пикнуть, не сказать, не убежать и не ударить. Да, шоковое состояние, потому что тоже не знаешь, чего ожидать. Да. Может быть, просто он сумасшедший, не дай бог, там, или еще что-то. Да, таких много, к сожалению. Да. К сожалению, да. Жутко. Хорошо, что все хорошо закончилось. Да. Что предупредили и все. Просто сам опыт того, что она испытала, это, конечно, на всю жизнь запомнить. Да. Конечно. Это произошло в 2016 году, когда я поехала в лагерь. Меня распределили в 19-й отряд. Мы были почти самым старшим по возрасту, и, возможно, поэтому нас поселили на первом этаже. Лагерь работает круглый год, поэтому зимой и осенью на первом этаже обычно проводились занятия, чтобы дети не отставали от школьной программы. Летом же комнаты переоборудовались для проживания. Обычно в комнатах размещались по 6 человек, но так как мы были на первом этаже, нас всех поселили вместе. 14 девочек в одной комнате. На второй или третий день лагеря мы легли спать. Все уже заснули, когда я вдруг проснулась от того, что девочка, которая лежала на соседней кровати, начала что-то говорить во сне. Сначала она тихо шептала, но ее голос становился все громче и громче. Я была еще сонная, поэтому не понимала, что она говорит. В какой-то момент она начала задыхаться, но это продолжалось недолго, и все снова стихло. Вдруг я увидела, как она встала с кровати и пошла в мою сторону. К счастью, она прошла мимо меня. Я машинально побежала к выключателю и включила свет. Все девочки в комнате проснулись, и мы закричали от страха. Она уже сидела на краю самой крайней кровати, где спала другая девочка. Ее длинные черные волосы закрывали лицо, словно она в фильме ужасов. Мы поняли, что она все еще спит. Кто-то предложил разбудить ее, а кто-то сказал, что этого делать нельзя. Она медленно легла на самую крайнюю кровать и уснула.
Мы немного успокоились и тоже легли спать. Но через какое-то время она снова начала задыхаться и очень громко кричала. Я побежала за дежурным вожатым. Бежать по темному коридору было очень страшно, но я не обратила на это внимания, так как очень торопилась. Когда мы с вожатым вернулись, девочка уже проснулась и начала истерически смеяться, спрашивая: «Почему вы так на меня смотрите?» Оказалось, что она просто ходила во сне, но нам это показалось совсем непростым. После этого случая у нее начали происходить странные обмороки, и ее несколько раз отправляли в местную больницу. Она утверждала, что раньше с ней никогда такого не было. Мы какое-то время продолжали общаться с девочками после лагеря, и вроде бы у нее это больше не повторялось. Вы когда-нибудь сталкивались с лунатизмом? Да. Ты? Да, мой братик. Это чего? И что Но он делает? не в такой Мгм. форме, к счастью. Мгм. Но он очень много разговаривает во сне. Он может вставать, что-то там делать. И действительно их нельзя беспокоить, трогать, ничего делать. Потом, я помню, была ситуация, когда я была маленькая. У нас кто-то ночевал дома. Ну, кто-то из детей. Там, может, сестры, друзья. И вот один из детей, я прям очень хорошо... Я была ребенком, это был подросток, и я иду на балкон, а у нас не было ограждений на балконе, не было даже окон на балконе. Мы жили в Самаре на 9 этаже. Ого. И этот чувак, я не помню как, что, он просто хотел как будто бы спрыгнуть из окна, и ты не знаешь, как среагировать. Я вообще, я вот так уставилась, но я думаю, может быть, это нормально, ну, может, он что-то хочет, это все таки для меня это был взрослый человек. И я ничего не поняла, пошла, спросила у мамы, и они там как-то, да, что-то предприняли. Я даже не помню, что было, но это было страшно. И я сейчас понимаю, насколько это опасно, Да. насколько нужно себя, я не знаю, обезопасить во сне, либо, может быть, в таких ситуациях, чтобы родители предупреждали вожатых, что у моего ребенка проблемы, потому что это странно, что Она же говорит, это у нее первый раз произошло, ну, такого рода. Ну, хорошо, может что она... быть. Да, хорошо, что она просто пошла и легла спать. А то есть же разные случаи, когда они забираются на крыши, когда они там в Да-да-да. полусне. и у других может быть психологическая травма. Ну, Да. Типа, как быть? Нужно Ага. знать, как будто, что нужно делать. Мгм. Да, ребят, если вы знаете, что делать при лунатизме, и если ты видишь, что кто-то лунатит, обязательно напишите нам в комментариях, что делать. Мгм. Ну, Интересно. а если у нее такого не было, и она впервые с этим столкнулась, то, возможно, в этом месте, где она ночевала, она подверглась, ну, к примеру, она самая такая была тонкая натура, и к ней что-то могло прицепиться. Конечно. Да, если она потом еще в обмороке падала. Да. Вообще. Я, кстати, недавно видела видео, есть такое заболевание, там, где человек может отключаться прям, ну вот Эпилепсия. это я не знаю, ну то есть там просто девочка снимает себя, свой обычный день, и вот у нее это заболевание, забыла, как оно называется, и она вот так сидит на уроке, и она просто вот так теряет сознание. Без И приступов. И судороги. нет, ничего у нее не происходит, она просто отключается на какое-то время, а потом опять включается. И это может происходить даже в моменте, когда она смеется. То есть она вот так смеется, и так отключилась, и опять потом через какое-то время. И это прям, насколько я поняла, Или это что-то типа астмы. Ну, не астма, а типа с дыханием, да, связано? насколько Или я помню, это гипертоники. что-то рядом с стиками. С тиками? Да. Нам за кадром говорят, что это нарколепсия. Вот. Но я не знала, и это очень такой для меня тоже необычный случай, когда я вот увидела такие видео. А вы отключались когда-нибудь? Нет. В обмороке падали? Один Нет, раз. никогда. Один раз, да. На художественной гимнастике, кстати. Ты тоже ходила на гимнастику? Да. Я что вы тоже же Подожди. Обожаю. Рыбка Я- такая. Да, я ходила на гимнастику, и мне булава по голове заехала, я отключилась, и у меня после этого было сотрясение мозга, а после внутричерепное давление мне запретили заниматься. У нас били булавами нормально. Да, а у меня она, получается, ну, я упражнения делала, то есть мне подбросили, Да. и она свысока прям мне по голове, и я отключилась, и
ну, для меня это ничего, я просто как будто упала, а мне сказали, что я на секунд 5, наверное, или 7, Кошмар. то есть отключилась. А потом на следующую ночью было мне так херово, но я не понимала, что происходит. И я проснулась, и у меня вся Бедная. подушка была в крови. То есть во сне у меня просто пошла кровь, и я, получается, спала в крови своей. И вот после этого там жуткая потом вот эта реабилитация идет, когда мозг Опасно. повреждаешь, да. Вот. Я тоже падала. Я ездила на Баганашил на соревнования по художественной гимнастике тоже. И у нас было какое-то среди взрослых правило, взрослых гимнасток. Что нам давали родители поесть, они должны были проверять и забирать у тебя. Ну, типа, так, воду, нифига. давай, да. Дедовщина, Это да? дедовщина, вот, забыла это слово. И у меня забрали еду, а я голодная поехала на соревнования сама на автобусе. Мне было 8 лет, по-моему, или 9. Офигеть. И я просто... Что-то там разговаривали мы с гимнастками, и, ну, все равно волнение, тревожность перед соревнованиями, и я просто упала в обморок, и они такие посмеялись, разбудили, и я дальше пошла на соревнования. И я сейчас вспоминаю, что это ужасно! Да. Типа, блин... Просто ребенок 90-х упал в обморок, встал, Ну, это пошел. жутко. Это голодный соревнования. обморок, это так Прикол. страшно. А у нас, да, ну, там же диеты, все, Мгм. сама понимаешь. В детстве я жила в деревне в старом доме, где была одна задняя комната с небольшим окошком. Эта комната всегда меня пугала. Однажды мы с бабушкой ложились спать в этой комнате, смотрели телевизор. Бабушка уже заснула, как вдруг телевизор сам по себе выключился. Это меня удивило, но я решила просто лечь поудобнее и попытаться заснуть. Однако у меня не получалось, потому что я ощущала, что кто-то пристально наблюдает за мной. Я решилась выяснить, кто мне мешает, и увидела, что через небольшое окошко в комнате за мной наблюдают красные глаза. Черное тело существа я не смогла разглядеть, но глаза виднелись очень отчетливо. Будучи маленькой, я была достаточно смелой и решила, что что-то просто хочет со мной поиграть. Мы начали играть в гляделки с этими красными глазами, пока я случайно не моргнула. И все. После этого я сразу уснула и проспала до самого утра. Через пару лет нас с братом поселили жить в эту комнату. Мы пожили там какое-то время, а затем переехали в город. Уже в городе брат рассказал мне, что однажды ночью он проснулся и увидел меня в полусонном состоянии у открытого окна. Я сказала ему, что мне нужно выйти на улицу. Брат не понял, зачем мне это понадобилось, ведь на улице была глубокая ночь и зима. Он посмотрел в окно и увидел те же красные глаза, что когда-то видела я. Испугавшись, брат быстро закрыл окно и уложил меня обратно в постель. Позже мы узнали, что в нашем старом доме действительно жил призрак. Абага. На якутском призрак. Я все время, я не перестану удивляться. Людям вообще, да? Да, именно вот этой доверчивости детей. Типа, йоу, красные глаза. Надо Наверняка поиграть. не твоей бабушки. Закрой свои глаза. Почему ты такой бесстрашный? Интересно, любопытно. Ну да, ну, типа, еще играть в гляделки. Да. Блин, дети топ просто. Всё. Такую бы непосредственность. Но мне кажется, что может быть из-за того, что это реально вот, ну, абага, типа ты растешь с тем, что, ну, есть такая возможность, что ты можешь увидеть кого-то. Типа в твоем мире, в твоем окружении это плюс-минус есть. И здесь уже такая готовность тебя. Да, то есть у тебя заранее есть объяснение, что такое может быть, и ты как бы можешь представить себе, ну не то, что представить, а можешь это действительно, наверное, увидеть, когда у тебя есть вот ветвь того, что вот есть, это правда, Да. и ты в этой правде уже как бы оказываешься. Ну да. Да. Ну хорошо, что прикиньте, если бы бабушка еще, я думаю, проснулась бы, увидела эти гляделки своего внука с потусторонним миром или внучки, я не знаю, это автора, и сердце могло бы прихватить. Жутко, Да. слишком. Да.
Ну, Ужас. очень похоже на детскую историю, когда ты что-то запомнил, и Да. оказывается, что ты это увидел. Ну, как бы просто ты в детстве это воспринимаешь как Психика нормально. пытается, может быть, забыть, либо Да. наоборот что-то додумать. Мгм. Мгм. А у меня было, кстати, я вспомнила. Ну-ка. То есть мне мама рассказывала с сестрой, то, что когда мы жили в Ташкенте, мне было 3 года, по-моему, у нас была двухэтажная квартира. И мама сказала сестре было на тот момент 10 лет, она меня на 7 лет старше, она сказала: пригляди за Фаней, я там буду готовить, что-то делать, своими делами заниматься. И Ситора, моя сестра, идет ко мне, направляется, и она говорит: а ты веселая какая-то, с мячиком играешься. И я не понимаю, типа, что ты там делаешь? Ну ладно, играется, ну можно даже не смотреть на тебя, ну типа ты уже там занята сама по себе. А я этот мячик перекидываю куда-то вот в сторону нашего камина. И она говорит: и тебе мяч возвращается обратно. Она позвала маму, говорит: мам, ну типа, это как? Я боюсь, страшно. И мама говорит: я увидела четко, что в углу было вот что-то такое, ну какой-то силуэт. То есть, ну, сестре не привиделось. И я такая веселая. Мне-то что? А я не помню. Я не помню. Я не помню, что это было. Я была такой гиперактивной, поэтому не знаю. Ну, в общем, да, тоже. Поиграла. У нас до этого была история про то, как один человек, ну, типа ребенок тоже, он бросил игрушку в темноту, и она обратно как бы прилетела, и они играли в этот мячик, и оказывается... Это ты, получается, да? ты была? Может быть, это я. Может, это я рассказывала. С фейка пишет Да, нам да. историю. Офигеть. Ну, очень прикольно, да. Да. И Мгм. удивительно то, что именно с детьми, либо, возможно, со старичками, да, они же тоже что-то видят на таком тонком духовном уровне, возможно. Капец. Хочу поскорее увидеть что-нибудь такое. Привидение. Обожаю. Да, вы запарили, это Тебе же нужно, круто. короче, по европейским старым замкам и Да, виллам кстати. ездить, чтобы это все могло так Да, мы выглядеть. были в Турине для этого. Там же у них Таро вот это все появилось. Я такая: Ага. где черные колдуни? Там у них есть какие-то, да, особенные места. Ну, ничего не увидел. Блин. Да ёкаломная. Блин, вот я европейские призраки, пожалуйста, да, человек хочет Я увидеть. заговорила на Где вы? итальянском, типа per favore, типа, ну, давайте. Что ж вы стесняетесь, Да. господа? М, Выходите, вас как ждут. стеснительно мнутся. Не понимаю. Капец. Это произошло 2 года назад. К нам в деревню приехала тетя на юбилей нашей бабушки. В этой деревне она провела свое детство, живя по соседству со своими родителями. Ее родители умерли, когда она была подростком. После юбилея, когда гости разошлись, остались втроем: я, моя бабушка и тетя. Я мыла посуду и параллельно слушала их разговор. Они вспоминали родителей тети, так как наши семьи хорошо дружили. Сначала говорили о каких-то веселых моментах, а потом начали обсуждать их внезапную смерть. Я уже знала, что ее родители умерли молодыми и примерно в одно время, но не знала почему. Я начала расспрашивать об этом, и они рассказали, что ее родители с какой-то бабушкой-колдуньей сильно повздорили, и она навела на них сглаз. Сначала умерла ее мама в больнице от внезапной болезни, а через пару месяцев внезапно умер ее папа. После этого моя бабушка и дедушка стали ее опекунами. Мне эта история показалась странной, я продолжила расспрашивать про эту колдунью. Оказалось, что из-за нее умирали и другие люди. Я им не поверила, и бабушка рассказала, что примерно 40 лет назад она столкнулась с этой колдуньей в магазине, и та ей сказала: «О, ты до сих пор жива ли?» Не знаю, навела она сглаз на бабушку или нет, но после этого по непонятной причине повесился ее 20-летний сын, а затем и муж. С тех What a bitch. С тех пор тетя не снимает с ноги красную ниточку от сглаза и просит нас быть осторожнее. В пример я хочу добавить, что бабушка неоднократно находила около дома чужие игрушки, заколки и какие-то украшения. Один раз нашла в бане прядь отрезанных темных кукольных волос.
Капец. О. Вот люди, которые реально идут и делают с глаз порчу наводят. Что у них в голове? Я не знаю. Просто, блин, я помню, недавно в ТикТоке или где-то в Инсте увидела видео, где девушка, она так снимала квартиру, и она говорит, смотрите, что я нашла. И она так открывает эту щиток, где трубы, и она так открывает, и там телефоном светит, и там какая-то бумажка, она такая супер старая, она какая-то засаленная вся в чем-то, и она вот так ее берет, расправляет, и видно, что от этой бумажки примерно смердит смертью, блин. Ну вот это типа бумажка, которую лучше не трогать, братан. Она ее вот так берет, вот так раскладывает, и там что-то на арабском было написано, и в комментариях все пишут, зачем ты ее трогала, типа это какая-то порча, кто-то ее оставил, ну типа подкинул это. Да. Она еще снимает это, что это такое? А там реально, да, там примерно вот так вот джинны стоят над этой бумажкой, и у них такие эти, знаешь, когда стрелки такие, типа, это здесь лежит от нас, типа такое. И она такое берет это, и я думаю, вот кому это надо? Ну, то есть, мне кажется, когда ты делаешь порчу на кого-то, ты, во-первых, закрываешь в себе что-то, ту же самую Да, ты жизнь. уже закрыт. Да, то есть ты причиняешь умышленно зло, а тут еще в истории ты, типа, обрекаешь на смерть. И мне кажется, ты сам живешь далеко, если ты живешь вообще несчастливую жизнь. Да. Ну, это жутко, да. Отвратительно. Я помню, мне подруга рассказывала, что она там тоже какие-то иголки находила дома. Ну, то есть это вообще отвратительно просто. Да. Я еще читала, что нельзя их руками, да, трогать. Ну, Да, чистыми, да. да. А чё нужно Опасно. Не знаю, Но наверное, вы верите? палочками. Тук. Вы верите в порчу? Блин, если честно, я почему-то верю в то, что если у человека есть негатив, и он хочет его слить, то какой-то энергией он все равно тебя подпитывает. Как будто даже к бабушкам, да, не нужно ходить, к повитухам всяким, колдуньям. Да. Ну, то есть вот именно негатив почему-то, ну или я мнительная, я могу как бы это потом связать в своей голове. Знаешь, вот типа, я думаю, что мне не везет, и тут я услышала, что меня проклянули, я такая... Все понятно, вот да. Всё встало на свои Не потому, что я дура, а потому Да. что меня прокрутят. Вот. Да. Поэтому я где-то могу на это повестись. Да, есть такое. Вот я верю в сглаз, ну, к 30 годам я стала верить в Поэтому сглаз. вот просишь смайлик вместо Да. своего лица, да? Нет, ну я верю не в такой сглаз, который, знаете, прям специальный, а просто когда много слишком энергии и акцента на какой-то вещи, к примеру, да, а потом с этой вещью может что-то случиться. Это я словила на своей машине. Она у меня абсолютно новая с салона, и бывают там какие-то моменты, которые, ну, как бы, ну, не должны быть в этом... Блин, по идее, плохая. Ну ладно. Ну, короче, в общем, когда есть какая-то вещь, и когда на ней много акцента, возможно, даже неплохие помыслы, но это нужно все равно как-то чистить, чтобы немножко разрядить энергию. Как будто бы. Вот. Но я верю, если, к примеру, там кто-то хочет заговорить меня или что-то там еще сделать, я верю в свою сильную как бы стамину, то, что вот у меня есть свои убеждения, у меня есть своя энергия, и как бы это сильнее, чем... Защита. Да. Это сильнее всего. No negative. Да. Ну, я так Only еще. positive Просто я facts. не верю в такие вещи, типа там отрезать курицу голову там и понести там то-то что-то сделать, там заговорить, иголки бросить. Я в это не верю. Да, Я просто, мне кажется, скажу, иди нахуй, все. Да. Вот. А в такое, Такая когда... рука, иди нахуй. А в такое, когда там немножечко там, не знаю, ну там что-то могут сказать про тебя, это все равно может как-то накопиться, но тоже нужно когда очищаться от этого. А в привороты верите? Нет. Вы... Я знаю истории. Ну-ка. У моей подружки ее парень приворожил, потому что она это начала понимать, потому что она сходила к астропсихологу. Что-то такое. Обожаю. Да. И А потом он? она узнала от него, что это действительно так было. Ему 40, внимание, лет. И он ходил не к одной гадалке, а к 3, чтобы убедиться наверняка. Потому что ему, как она мне объяснила, было удобно, что она там зарабатывает деньги, он хотел вот на нее вот навести, чтобы не наводить порчу, а наоборот, как это сказать? Приворот. Приворот. Приворотить. Сделать. Приворотить, Нифига заворожить. себе. И да. И она говорит, а я помню, что это он меня спаивал меня чаем.
Постоянно, типа масала-чай какой-то. Он говорит, пей, давай. Так это спайкинг, они, приворот. Ну это да, с другой стороны. Но Офигеть. и мне кажется, да, что если ты внушаемый, мнимый, истероид, как мы все такая, то, конечно, это будет работать. И это, конечно, очень жутко, да. Но мне кажется, людям возвращается тоже, кто вот так ходит, да, что за хрень. Ты не будешь счастливым. Это, знаете, просто в какой-то момент ты настолько разочаровываешься в своем партнере, и ты такой, ты меня приворотил, что ли? Ты что-то, подсыпал мне, что ли, или чего? Как я могла в такого влюбиться, да? И пошла такая по астропсихологам. Ой, астрологам там. Да. Обожаю. Но я знаю случай тоже. Одна девушка объясняла измену своему парню тем, что ее приворотили. Опа. Да, типа, это отлично. не я, меня приворотили, на самом деле. Вот это одобряем. Нет, ей можно, а мужчинам нельзя. Нет. Но все равно, заклеют. да, все равно это не прокатило, и как бы то ни было, ты сам, я верю в то, что если ты взрослый человек, ты берешь ответственность за себя, и даже если что-то чувствуешь, идешь в первую очередь к кому? Правильно, психологу. Да, я знаю эту историю, да. Да. Вот. В 2016 году я жила одна в Астане. Прошлым летом ко мне на время учебной практики решил приехать жить и работать мой младший братишка. Ему было 18, и я, понимая, что нас двоих не возьмут на подселение к девочкам, я решила искать отдельную квартиру. Нашла уютную студию в новом доме, в не очень обжитом районе на окраине города. Ремонт был приятный, и стоимость аренды радовала. Но было одно «но». Стены в доме были настолько тонкими, что казалось, будто они сделаны из картона. True, Астана. Typical. Все ЖКшки на Да. Брат у меня с громким басистым голосом, да и вообще он был довольно шумным парнем. Мы жили с ним хорошо, даже мама с младшей сестрой приезжали к нам в гости. Но когда лето закончилось, брат уехал на учебу, а я решила остаться жить одна, так как квартира мне очень понравилась. Все шло нормально, пока однажды ночью я не проснулась от того, что сосед за стеной говорил «Аллаху Акбар». И это повторялось все чаще. Странности начали нарастать ближе к декабрю. Я стала замечать, что вещи лежат не в тех местах, где я их оставляла, а шкафчики оказывались открытыми. Я подумала, что, возможно, начала лунатить. Однажды ночью я проснулась от звука воды, текущей в ванной, и поняла, что это я сама ее включила, находясь в полусонном состоянии. Испугавшись за себя, я начала искать кого-то на подселение. Кандидатов было много, но никто мне не подходил. В феврале ко мне пришла девушка, и после приятного разговора мы решили, что будем жить вместе. В первую же ночь мы проболтали до утра и быстро подружились. Я предупредила ее о моем возможном лунатизме, чтобы она не пугалась, если вдруг что-то случится. К счастью, мои сонные похождения прекратились, и все шло хорошо. Но однажды ночью мы проснулись от того, что сосед снова начал читать молитву, но на этот раз каким-то странным дополнением, непонятными словами, которые не подходили к обычному формату намаза. Вскоре это стало повторяться каждую ночь. Он громко перечислял имена Аллаха, добавляя слова вроде «шайтан», «ад», «кара Господня» и другие странные фразы. Мы записывали эти крики на диктофон и отправляли хозяйке квартиры, но она особо не реагировала. Самым жутким было то, что однажды ночью он с 2 до 6 утра кричал, что никто не доживет до утра и все мы попадем в ад. Я в истерике позвонила отцу. Он попытался меня успокоить, говоря, что это просто пьяный человек, но ситуация становилась все хуже. В один момент я не выдержала и закричала в ответ, чтобы он был потише. В ответ сосед начал ломиться к нам в дверь. Не стуча, просто пытался войти. Перед этим он заклеил глазок какой-то бумагой, чтобы мы не видели его. Он требовал, чтобы я вышла, утверждая, что я его не слышу.
Он говорил, что он инвалид и ему мешают шумы, но при этом продолжал читать намаз очень громко. Когда я попросила его вести себя потише, он начал оскорблять меня. После этого он стал портить нам жизнь еще сильнее. Заполнял нашу ванную дымом через общую вентиляцию, кричал не только ночью, но и днем, и по выходным, и снова заклеивал глазок. Хозяйка на мои жалобы и записи продолжала не реагировать. В страхе за свою безопасность мы с соседкой вызвали друга, чтобы он помог нам выйти из квартиры. Он решил поговорить с этим соседом, чтобы предупредить его, что больше так не следует себя вести. Но, по его словам, сосед оказался крепкого телосложения, по 2 метра ростом, что делало его еще пугающее. Оказалось, что у него не было одной ноги, и он передвигался на ходулях. После нашего отъезда из квартиры мне позвонила хозяйка, рассказав, что когда она пришла, сосед попытался затащить ее в свою квартиру, думая, что это я. Ей удалось вырваться, и она сразу позвонила мне. Это был по-настоящему жуткий опыт, и до сих пор мне страшно от мысли, какие бывают люди. What the fuck? Да. То есть я думала, там что-то мистическое будет, а оказалось, что он Ну, сумасшедший. сумасшедший. Да. Может, он после Афгана? Может быть. Но это страшно жить по соседству с человеком душевно больным, психически Да. больным. Даже если стены нормальные, толстые, ну, типа... Да. Да. Я видела очень много тиктоков, где показывают, как какая-нибудь женщина, она всяко подстраивает какие-то вещи там, ну, вообще соседям. Льет воду, да, на воду дверь, льёт, что-то там такое. еще может какие-то там фекалии и так далее. Да ладно, есть Да. такие? Ну да, вот бывает, смотришь, и там типа у них камера стоит, и она постоянно что-то кричит, что-то делает. Ну, какие-то вот такие есть женщины, там, может быть, мужчины тоже есть. И это в любом случае отравляет, потому что у меня сейчас тоже есть соседи, они, ну, ничего мистического и плохого, но они просто бесят. Да, Просто и да, и у меня уже мысли такие, что я хочу вот съехать, к примеру, отсюда. А Да. представьте, что вот творится с людьми, от которых не знаешь, что ожидать. Да. Еще из-за того, что мы живем сейчас в ЖК, там мы же ни с кем не знакомы даже. Даже ты не можешь обратиться к кому-то за помощью. Ну, то есть ты просто терпишь и живешь дальше, Да, продолжаешь. ну надо, мне кажется, постоянно писать в полицию и типа участкового всегда вызывать, чтобы он поставил на учет. И если там типа зафиксировать это, то можно уже диспансер, психдиспансер. Да. А как полиция у нас работает в таких случаях? Можно жаловаться? Кажется, Приезжает Да. она. Они имеют право участковый. после 11 шуметь. Мгм. Ну вот у меня, я уже несколько раз рассказывала, что я жила по соседству тоже с психически нездоровым человеком, и когда я съехала после этого, мне хозяйка с удивлением написала, получается, я съехала, и туда заехали другие жильцы, и они жаловались хозяйке на то, что она иногда тревожит. Ну, то есть она может стучаться в дверь, просить телефон, звонить по вымышленному номеру, и я как-то закрывала на это глаза, мне было вот страшно, но при этом я как бы ничего не делала. Да, ну, я не знала, что делать. И хозяйке тоже не писала. А, видать, новые жильцы начали жаловаться на это. И она такая: Мольдар, вы прожили у меня в квартире типа 5 лет, и вы ни разу мне ничего не сказали про нее. Оказывается, она тревожит, да, у вас такое было. И я пишу, ну, на самом деле, да, то есть, ну, я не сказала бы, что это прям сильно мешало жить. Слава богу, она как бы это такое делала раз в несколько месяцев. Да. Но у нее были иногда как бы сильные вот эти вот эпизоды такие активные, а иногда она могла по несколько месяцев вообще не тревожить тебя. Но это в любом случае страшно. Страшно. Потому что ты не знаешь, как этот человек себя отреагирует. А здесь в этой истории еще он затащил. Ну, то есть он уже физически предпринял какое-то действие. На ее территорию. Да. Зашел. Ужас. Это как моя сестра. Она, помню, жила в квартире напротив Каблукова, психушки.
И я приезжала, чтобы на них смотреть. Фаня, ее интересы. Фаня охотница за привидениями. За всем Мне паранормальным. интересно изучать. Ну, это всегда интересно, да. Да, и я так смотрю, такая думаю, вот они уходят на зарядку, они такие молодцы, у них там режим, все четко, они там что-то танцуют, что-то там кто-то поет, кто-то гуляет. Ну, интересно. Вот. Но там, да, многие их отпускают, оказывается, по выходным вроде бы. И я стояла на остановке, ждала свой автобус, и там вот были случаи, когда они такие параноидально как-то там могли, да, что-то, какие-то вопросы задавать. Так что да, страшно. Но интересно. Обожаю. Завтра Фаня с вот этой херней такой слушает, какого-нибудь полтергейста ловит где-нибудь в Италии, в Милане. А вы знали, что в Италии нету психушек, законом они запрещены? Ого. Типа там нету психов, типа. Эта история произошла со мной в городе Уральск, в поселке в 40 километрах от города, где живет моя бабушка с дядей. Нагаша, со стороны мамы. Я родом оттуда и всегда каждое лето приезжала туда. В итоге и замуж вышла там, где я сейчас и живу. Недалеко от нашего поселка, всего в 4 километрах, есть еще один поселок, где жила бабушкина сноха, но она переехала в город. Когда я была подростком, мы с друзьями часто ходили туда пешком, минут 30 ходьбы, и было очень весело. Иногда я оставалась там с ночевкой. Однажды подруги предложили сходить в местный клуб, чтобы повеселиться, и я согласилась. Это было летом, примерно в 6 вечера, когда мы отправились туда. Мы погуляли, повеселились и стали возвращаться домой, уже около 8 или 9 часов вечера. Мы шли по широкой тропинке, по бокам которой росли деревья. Место было очень красивое. Мы прошли через эту аллею, вокруг были дома. И вдруг я обратила внимание на один дом. Он находился примерно в 300 километрах от нас. Там был праздник, варили мясо в казане. Люди в доме танцевали и веселились, а женщины снаружи ходили и что-то готовили. Я сказала подругам: «Смотрите, там тоже веселятся». Мы посмеялись и пошли дальше. Когда я дошла до дома, мы попрощались, и я легла спать. На следующее утро, сидя за чаем с тетей, я спросила ее про тот дом. Они местные или приезжие? Вчера там был какой-то праздник, гости были. Ты знала об этом? Тетя повернулась ко мне и сказала: «Ты что? Он уже как 15 лет стоит заброшенный. Люди оттуда съехали, по слухам, им там жить не давали». Я была в шоке и вскочила, сказав: «Пошли, я покажу тебе». Мы побежали посмотреть, и когда пришли, я увидела, что дом действительно заброшенный. Нет дверей, окна разрушены, вместо них одни дыры, все развалено. Я не могла в это поверить, ведь только вчера там были люди, был праздник. Тетя сказала, что уже давно ходят слухи, что многие местные видят в этом доме джиннов, особенно по вечерам. И имамов звали, пытались что-то сделать, но все безрезультатно. Этот случай сильно напугал меня, и на следующий день я ушла, решив больше туда не возвращаться. Пару раз мы еще ездили туда с родителями, но теперь и они уже переехали. Я слышала, что многие из тех, кто жил там, умерли, а остальные уехали. Сейчас в этом поселке осталось около 10 человек, а все дома уже старые и разрушенные. Необъяснимо, но факт. Да, я хотела пошутить, что это мы там просто снимали, а потом все сняли. Это у нас обычно так съемки происходят, знаешь, у нас такая разруха, где-то все что-то лежит, и мы потом съемочный день, все так расставляем красивенько, снялись, и опять у нас просто разруха. Ну, думаю, да, сейчас если представить это как в фильмах, бывает же триллерах или мистических ужастиках, когда ты такой идешь, и все такие: ага, да, прикольно. А потом оказывается, что этого не было. Тогда жутко становится, да, когда ты еще это видел сам. Угу. Это как в этом. Смотрели ли Битлджус? Да. Коллега. Ну там, короче, спойлерить не буду. Давай. Да, ну это. Или просто... Давай, спойлер. А, да? Спойлер. Ребят, сейчас будет спойлер на новую Битлджус. Там просто девочка флексила с парнем, они вместе тусили у них дома, все классно, нифигово, а на самом деле оказалось, что она видит призраков, и на самом деле родители, даже кого она видела в этом доме, этот парень их убил.
А потом, он как умер? Он сам застрелился или он случайно умер? Он вроде бы, Как-то да, случайно, он да? упал с этого домика, где она его первый раз же Теперь увидела. посмотрю, Да, запишу. Да. Но он как Это бы эпизод такой, интересный. не главная не роль. страшный. Да. Ну ладно. В начале 2020 года моя мама пошла к молодой девушке Бахсе и заставила меня тоже сходить. Я вообще не хотела идти, скептически относилась ко всей этой теме, но в итоге решила пойти. Помню, когда подходила к домофонной двери, у меня начала кружиться голова. И я не придала этому значения и подумала, что, скорее всего, просто не поела. Когда приближались к ее двери, сердце забилось сильнее, и голова закружилась еще сильнее. В итоге я зашла к ней домой. Передо мной она принимала другого человека, а я сидела на кухне. Вдруг меня начало трясти, и я подумала, почему меня так трясет? Я же не боюсь и никак не переживаю. Затем я прошла к ней в зал, и она задала мне вопрос, почему у меня болит голова от тебя? На что я ответила, а почему меня от вас трясет? В итоге выяснилось, что у меня такой же дар, как и у нее. Зовите ее. Где эта девушка? Почему не позволила? Я всегда думала, что у меня сильная логика, и пыталась объяснять все свои действия, но после визита к ней и того, что она мне рассказала, я поняла, что это не логика, а я действительно вижу будущее и прошлое людей. И то, что ко мне приходят духи, это не мое воображение, а реальность. Когда я пришла домой, мне было плохо, будто вытащили всю энергию. Но веселая ночь меня ждала. Ночью я не могла уснуть, так как голоса в голове начали говорить громче, будто вокруг круглого стола сидело 12 человек, которые разговаривали одновременно. Я очень хотела спать, но не могла, голоса были слишком громкими. Я думала, что схожу с ума, но с виду не скажешь, что в голове у меня целый совет. Так я просидела до 7 утра и в 9 утра уснула. После всего этого я начала принимать людей. Ко мне обращаются разные люди, и для меня до сих пор шок, что то, что я говорю, сбывается. Или когда рассказываю людям о их прошлом, и они в шоке, и я тоже в шоке. Мне кажется, что я говорю какую-то странную дичь, но в итоге люди обращаются и верят в меня, а я просто не понимаю, что мне делать и как себя вести. Ого, Интересный поворот прикольно. событий. Да. Ну, помнишь, нам говорила Вика Буза, которая вот приходила, девочка, она говорила, что у ее мамы дар, но она его не приняла. И у нее потом были из-за этого проблемы. Вот. И я слышала, да, такое, что если у тебя есть дар, то у тебя есть выбор принять или не принять, но если ты не принимаешь, то нужно как-то это типа отключить, ну, в плане закрыть эту тему, чтобы у тебя потом не переходило там на родственников, или ты сама не болела. Нам говорили, что у нашей мамы есть такое. И моя мама говорит, я чувствую там на тонком уровне какие-то вещи и сны, возможно, но типа я не хочу. Потому что моя мама судмедэксперт, и она наоборот. Типа Она человек слишком науки, реальна, да, да. и реальная. Да, так что. Но зато интерес передался тебе. Ты хочешь, но не можешь. Да, я в морг к маме ходила. Мама у дяди Тахира работала, это ее шеф, который по Бишимбаеву. И я говорила, давай рассказывай мне истории. Но мне не разрешили войти трупов смотреть, потому что я была ребенком, и можно было еще туберкулезом на тот момент заразиться. Но было интересно очень. Каждый день мама рассказывала истории какие-то. И действительно в мистику начинаешь верить, потому что там прям жуть. Мама мне рассказывала, что трупы могли вот так шевельнуться из-за рефлексов. Нет, Или если вздох. честно. Мы недавно тоже читали историю про то, что труп вздохнул. Ну, то есть там последний вот этот воздух выходит из легких. Блин, круто. Обожаю. Почему ты не год? Почему ты такая красивенькая, миленькая девушка? Я потому что да, не знаю, мне просто интересно. Классно. Ну да. Ну классно, что ты это принимаешь. Ну, то есть, типа, в плане, ты прям так заявляешь об этом, интересно, что тебе не страшно. Ну, да, без фанатизма тоже, да, мне интересно, но а чё? Да, Чё это бояться? круто, принимать себя, свои интересы.
Это история моей бабушки из ее детства. В те времена скотоводы часто ездили в горы на лето, чтобы пасти скот, а в это время их дома пустовали. В один год была анонсирована супер жара, и они уехали намного раньше обычного. В деревне ходили слухи, что в пустующих домах черти устраивали свои праздники, но многие считали это просто байками, как оказалось, напрасно. Бабушке тогда было не больше 10 лет, и однажды она вместе с сестрой отправились к колодцу за водой. Все дома в деревне были деревянными, и в тот вечер уже начало темнеть. Возвращаясь обратно, они услышали странные звуки, барабан и дудку, доносившиеся из пустого дома неподалеку. Обе знали, что семья, жившая в этом доме, уехала в горы несколько недель назад. Им нужно было пройти мимо этого дома, и по мере того, как они приближались, музыка начала утихать. Не удержавшись от любопытства, бабушка заглянула в окно дома, но там никого не было, тишина. Как только они отошли, музыка снова заиграла, и на этот раз вместе с явным топотом изнутри. Испугавшись не на шутку, бабушка с сестрой рванули оттуда со всех ног. Когда бабушка рассказала об этом своему отцу, они нисколько не удивились. Он сказал, что это частое явление в их деревне. Бабушка же утверждала, что с тех пор, как в домах появилось железо, все духи и черти исчезли. Но тогда они определенно были. Это вот опять-таки, да, подкрепляет историю вот девушки, которая увидела праздник. Да. Получается так, да? Да. Плюс одна фобия. Ты уезжаешь в отпуск или там на работу, в командировку, и черти такие: хата сухая. Спать Боба. Блин, надо пересмотреть. Классно. О, боже, мы опять веселые. Ну, ничего страшного. Но я лучше буду представлять, что там Спанч Боб танцует Да, со да, своими да. желешками, чем... Ну, вообще, я слышала, да, часто, что именно в заброшенных домах. Почему вообще люди любят ходить в заброшенные дома? Потому что там как бы может кто-то поселиться, либо те, кто там жил раньше, могут остаться как их энергетика, фантомы, душа. Да. Там еще, мне кажется, каждый приходит в заброшки, но здесь именно же не заброшенные дома, а именно свои. Жилые, да. Да. Но в заброшке приходят, там же еще всякую херню делают. Да. Мне кажется, там, в принципе, ты ненароком не только, призрака увидишь, наркота какого-нибудь. Да. Ой. Или вот эти вот чуваки, которые думают, ну, сатанисты, они же всякой фигню страдают. Духов вызывают. Да. Это меня, если найдете. Это буду я. Так, интересно, где Фаня? И она такая, Что-то не отвечает. с левыми чуваками такая. Нет, это такая: Филя, быстрее! Филя, давай снимать! Ты снимаешь? Да. Ужас. А, кстати, вы смотрели фильм «Другие» с Николь Кидман? Да, Давно. Вот это же обожаю. примерно то же самое, да? То есть есть дневная жизнь и ночная жизнь. Вот это очень хороший фильм, мне понравился. Жуткий. И он такой, который врезается в память. Да. Хотелось бы поделиться историей, которая приключилась со мной, когда мне было 19 лет. Я состояла в отношениях с парнем, который жил в нижней части города Алматы. К слову, не самый благополучный район. В то время у меня была машина, и после совместных прогулок я оставляла своего молодого человека у его ворот и возвращалась к себе домой. В один из таких вечеров, когда я ехала по узким улицам частного сектора, заметила молодого парня, лежащего в снегу. Я подъехала поближе, вышла из машины и подошла к этому пареньку. С виду он был прилично одет, рядом на сугробе лежали его ключи, телефоны, портмоне, а сам парень не подавал никаких признаков жизни. Я подошла к нему еще ближе и начала его тряхивать со словами: «Молодой человек, с вами все хорошо? Очнитесь, замерзнете!» На мое удивление парень открыл глаза. Я выдохнула с облегчением и помогла ему подняться. К слову, парень был выше меня на 2 головы и весил в 2 раза или в 3 раза больше.
Кое-как мне удалось поставить его на ноги. Я подняла с земли его вещи, которые, судя по всему, выпали из его карманов. Начала расспрашивать, где он живет, что с ним случилось и чем я могу ему помочь. Я поймала с ним зрительный контакт. Его глаза были стеклянные, он словно смотрел сквозь меня. В один момент он очень резко и больно вцепился в мои руки и все так же устрашающе смотрел. В этот момент я поняла, что он, скорее всего, находится под влиянием каких-то веществ. Он не отпускал меня и пытался то ли обнять, то ли уложить. Смутно помню этот момент от испуга. Я оттолкнула его изо всех сил, дернула его к машине. Благо, дверь я оставила открытой нараспашку. Села в машину, резко заблокировала двери и дала по газам. С тех пор прошло 11 лет, но желание помогать людям ничуть не убавилось. Однако я всегда начеку, потому что та ситуация напугала меня до усрачки. Ну да. Вот не просят, не помогай, как будто бы. Ну, или помогай, но в окружении людей. У меня просто тоже безопасность. Недавно был случай, я иду, и там мужчина, у него, видать, или давление было, или что. Может, он был не в себе. И он тоже лежит на проезжей части. И там девушка подошла, и я одновременно. И хорошо, после нас подошли еще люди. И как-то после этого не так страшно. Вот. И там потом сказали его потом работники, ну или те, кто шли в церковь, они сказали, что типа мы сейчас дождемся скорую, можете идти. Вот, и мы так оставили его. Ну, потому что я всегда представляю, что а-ля это, ну, не дай бог, но это моя бабушка завтра, там, у которой давление, тоже она гипертоник, и я всегда почему-то с такой думаю. И там, да, помогать обязательно нужно, но бывает тогда, когда ты сомневаешься, к примеру, видишь, человек лежит на лавке, и все проходят, думая, что это пьяница, но даже если он пьяница, возможно, ему сейчас плохо там, да, или он переживает какой-то приступ. Вот, и всегда ты не знаешь, думаешь, что делать, типа, одна я точно не смогу помочь, и такой просто иногда проходишь мимо, потому что, ну, как бы не можешь остановиться у каждого человека, кто спит на лавке, да? Ну да. А другой случай. Мы как-то с Витей возвращались с офиса, и там сидит дедушка, не знаю, 12 часов ночи где-то так. И получается, и он такой: молодые люди, можно вас? И мы подошли, и он нас забалтывает, рассказывает о том, что он там кем-то раньше был, сейчас он вот такой. Ну, то есть он говорит, и потом он такой говорит: а можете, там, конкретную сумму называют, мне, типа, денег дать. Мы такие, ну, у нас столько нет, но давайте мы вот столько-то там дадим. И у него там чуть ли не Каспий QR с собой был. Терминал. Да. И мы такие, окей. А потом оказалось, что это его схема. Ну, как бы он так деньги, зарабатывает. Потому что мы потом возвращались и очень часто его там видели на том же месте. Это прям его а-ля точка была. Да, и я говорю, он так прям, ну, как бы, когда ты хочешь помочь, и к тебе человек уже какой-то претензией, ну, типа, а чё так мало? Да. Не волнуйтесь, можно переводом. Да, вот типа такого. У него там, я говорю, вот так надо было QR достать. Да. И чуть-чуть было такое ощущение, что тебя наебали, и тобой воспользовались. Да. Неприятно. Фаня, а как ты думаешь, что этот герой, он просто был не в себе, в плане под чем-то? Скорее всего, да. Я думаю, что он был под чем-то, под веществами какими-то. Белую горячку поймала. Что-нибудь, да. Да, девушкам страшно. Девушкам страшно. Никогда не знаю, что будет. Средь бела дня все, что угодно может произойти. Да, хорошо, что авторке удалось вырваться, потому что он же на нее там уже хотел. Бугай большой, да. Еще под чем-то вообще, что могло быть, неизвестно. Еще и машина открыта. Да. По идее, он мог ее, ну не дай бог, туда затащить, и фиг его знает, что дальше. Ой, хорошо, что все обошлось. Да. Спасибо вам за историю. Спасибо. А вам, ребяточки, спасибо большое, что пришла. Спасибо. Классно почитали. Да, спасибо, что поделилась своим интересом. Да. Да, очень необычно. Просто мы сколько ведем, обычно у нас все гости пугаются. А ты такая: классно! Хочу еще! Ну да. Ваня неформалка. Да, нефа.
Ну да, мне нравится, мне интересно. Классно. Я открыта к новому. Но, конечно, желательно, чтобы меня это не касалось. Не порча, просто наблюдать. Да. Интересно. Мгм. Так что да, спасибо, что позвали. Очень весело, очень интересные истории, поучительные некоторые. Мгм. Так что да, нужно быть осторожными, вывод. Да. Спасибо, ребят, большое вам за просмотр. Спасибо, что вы поделились своими классными историями. Делитесь еще прямо у нас в комментариях под выпуском. Нам будет интересно их почитать. И всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока. Пока-пока.